Ночной удар по оборонке агрессора. Российские чиновники утверждают, потерь нет. Не только в Курской области. Украинские танки снова работают за пределами Украины. Зеленский реагирует на протесты. Что будет со скандальным законом? После катастрофы Ан-24 новая авария. Стали известны подробности о шокирующем состоянии российской авиации. Жизнь Кадырова оказалась на волоске. Поиск внутренних врагов. В сердце кремлевской пропаганды нашли агента Алиева. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Дядя Сэм дает добро. Госдепартамент США одобрил продажу Киеву 2 новых пакетов вооружения на общую сумму $330 миллионов. Об этом сообщает Пентагон. Часть суммы будет направлена на укрепление систем противовоздушной обороны ВСУ. Второй направлен на модернизацию САУ М-109. Отмечается, что Украина официально запросила эту помощь для поддержания боеготовности переданных ей гаубиц. В Пентагоне подчеркнули, что эта сделка отвечает интересам США и направлена на усиление обороноспособности Украины в условиях продолжающейся российской агрессии. Днем ранее Вашингтон одобрил еще 2 пакета помощи Украине на сумму около $322 миллионов. Они предусматривают поставки зенитных комплексов, спутникового оборудования, а также боевых машин пехоты Брэдли, услуги по их ремонту и обслуживанию. Похоже, от слов США перешли к делу. Что думаете? Пишите в комментариях. Украина в ночь на пятницу атаковала ряд оборонных предприятий страны-агрессора. Пороховой завод, походу, засадили. Короче, мы сматываемся отсюда. В Котовске Тамбовской области целью атаки дронов стал пороховой завод. Там вспыхнул пожар. Это предприятие является одним из крупнейших в России производителей пороха для стрелкового оружия и артиллерийских боеприпасов. Оно входит в состав российской госкорпорации «Ростех». В Ставропольском крае был атакован Невинномысский азот. Очевидцы фиксировали попадание и пожар. Утром на место пришлось приехать так называемому мэру. Молодцы, мальчишки, ПВОшники наши. Будем жить. Потерь нет. Правда, потом Михаилу Миненкову пришлось уточнить. Много прилетов, больше 20. Разберемся. Невинномысский азот ежегодно производит до 1 миллиона тонн аммиака и более 1 миллиона тонн аммиачной селитры, а это ключевые компоненты для создания взрывчатых веществ, в частности артиллерийских снарядов, фугасов и реактивных зарядов, которые армия агрессора активно применяет в войне против Украины. Из-за атак беспилотников план «Ковер» был введен сразу в 8 аэропортах России. Приостановлены полеты в авиагаванях Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных вод, Нальчика, Ставрополя, Тамбова и Сочи. Задержаны десятки рейсов. Владимир Зеленский делает шаг назад. На фоне протестов он внес в парламент новый законопроект, касающийся деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины и специальной антикоррупционной прокуратуры. Повноцінні гарантії незалежності антикорупційних органів, реальні можливості перевірити, щоб не було жодного російського втручання. В частности, представители правоохранительных структур, не только НАБУ и САП, но и Госбюро расследований и Нацполиции должны будут проходить регулярные проверки на детекторе лжи. Президент утверждает, что новый законопроект обсуждался с представителями антикоррупционных структур. Также Владимир Зеленский рассказал, что поручил правительству обсудить его с зарубежными партнерами и получить необходимые мнения экспертов. Звісно, важливо, що українці так достойно реагують на всі події. Україна – це люди, які не байдужі.
Принятый во вторник в экстренном порядке закон номер 12414, который подчинил НАБУ и САП Генпрокуратуре, оппозиция и ряд экспертов оценили как лишение антикоррупционных органов независимости. Свою обеспокоенность выразили и зарубежные партнеры Украины. В стране и за ее пределами прошли акции протеста. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио резко раскритиковал планы президента Франции Эммануэля Макрона признать Палестину. Это безответственное решение лишь подыгрывает пропаганде Хамас и отсрочивает мир. Это пощечина в лицо жертвам событий 7 октября. Накануне поздно вечером президент Макрон написал о своем намерении также в соцсети X. Сегодня настоятельно необходимо прекратить войну в Газе и спасти гражданское население. Необходимо немедленно прекратить огонь, освободить всех заложников и оказать массовую гуманитарную помощь населению Газы. Также нужно обеспечить демилитаризацию Хамас, безопасность и восстановление Газы. Наконец, нужно построить государство Палестина, обеспечить его жизнеспособность и при условии его демилитаризации, полного признания Израиля, позволить ему внести вклад в безопасность всего региона Ближнего Востока. Макрон написал, что официально о своем решении Франция заявит в сентябре на заседании Генассамблеи ООН. Рамзан Кадыров, которого регулярно хоронят СМИ, дал им очередной повод. Но в этот раз опасная ситуация не была связана с его предполагаемой болезнью. Глава Чечни чуть не утонул. Правда, купаться верный пехотинец Путина поехал далеко от своего региона, в турецкий Бодрум. Об инциденте написали турецкие СМИ. Кадыров внезапно начал задыхаться после того, как зашел в воду. Персонал, находившийся рядом и заметивший ситуацию, вызвал медицинские службы. Быстро прибывшие на место команды оказали главе Чечни помощь. Он был доставлен в больницу на скорой помощи. В российских независимых изданиях давно утверждают, что Кадыров неизлечимо болен, что ему якобы диагностировали некроз почек. В последние месяцы он редко появляется на публике, а по утверждениям российских журналистов редко покидает Грозный, все больше времени проводя в больнице. После падения Ан-24 в районе Тынды в России чуть не дошло до очередной трагедии. Боинг авиакомпании С-7, который летел из Новосибирска в Сочи, доложил о разгерметизации прямо в полете. В итоге борт пришлось развернуть в аэропорт отбытия. Самолету пришлось некоторое время кружить в воздухе, чтобы выработать топливо. Посадка прошла успешно, обошлось без жертв и потерпевших. На борту находилось 175 пассажиров. Тем временем стали известны интересные детали, которые могут иметь отношение к катастрофе Ан-24 в Амурской области. Официальной причиной называют погодные условия, но, как сообщают «Известия», за месяц до трагедии, унесшей жизни десятков людей, Ространснадзор проводил проверку авиакомпании «Ангара», которой принадлежал борт. Было выявлено множество нарушений, 8 воздушных судов отстранили от эксплуатации. Хотя полеты в России все более становятся похожи на русскую рулетку. Или я ошибаюсь? Пишите в комментариях. Украинская бронетехника ведет бои за пределами Украины. Нет речи пока ни о новой Курской операции или прорыве на территорию России на другом направлении. Танки «Оплот» производства Харьковского завода впервые участвовали в боевых действиях за рубежом на тайско-камбоджийской границе. Сегодня днем сухопутные войска направили подразделение танков «Оплот» для массированного обстрела камбоджийских сил у подножия горы Пхра-Вихия с целью проложить путь для пехоты с последующим захватом территории вокруг храма Кео-Сикха-Кирисавара. В 2008 году здесь уже дислоцировались тайские войска. Вернем себе это место на законных основаниях. Несколько проправительственных СМИ в Бангкоке подтвердили эту информацию. Они уточняют, что это первый случай, когда танки «Оплот» были замечены в активных боевых действиях. Т-84 «Оплот» созданы на Харьковском танковом заводе на базе советского Т-80УД. В Таиланд техника была поставлена задолго до начала очередного тайско-камбоджийского конфликта в 2018 году. На
границе Камбоджи и Таиланда второй день подряд идут боевые столкновения с применением артиллерии, тяжелой техники и авиации. Это очередное обострение старого территориального конфликта, который тлеет десятилетиями. Бангкок заявил, что в этот раз Камбоджа атаковала как военные, так и гражданские объекты с использованием тяжелой артиллерии. В ответ тайский истребитель F-16 наносил удары по целям в Камбодже. В Минздраве Таиланда сообщили как минимум аж 14 погибших в результате атак. Свои дома в приграничных районах Таиланда уже покинули более 100 тысяч человек. Москва продолжает свою конфронтацию с Баку, и у этой войны есть новые цели. Теперь Кремль, кроме азербайджанской диаспоры, взял на прицел возможных агентов Алиева в своих рядах. Премьер Мишустин уволил первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана. Это решение стало настоящей сенсацией, учитывая, сколько лет Гусман проработал на важнейших постах в медиа-империи. Причины в официальном распоряжении не раскрыты, однако это произошло после визита Гусмана на Шушинский глобальный медиафорум в Азербайджане. Там во время общения с президентом Ильхамом Алиевым родившийся в Баку высокопоставленный представитель ТАСС не скупился на похвалы. Я понимаю, что спрашивать вас, как вам это удается, это все равно, что спрашивать виртуоза-скрипача, как он играет на скрипке. Он скажет: беру скрипку и смычок и играю. Но ваша политика основана на определенных, мне кажется, очень четких, очень выверенных политических принципах. Z-блогеры этого влиятельному ветерану кремлевской пропаганды не простили. О причинах кадрового решения не сообщается, но на днях Гусман на пару с политологом Марковым ездил бить челом перед президентом Азербайджана, который, напомню, удерживает в заложниках избитых в мясо русских айтишников, и СМИ которого, слившись в экстазе с азербайджанскими экспертами, полощут Россию. Интересно, какая участь теперь ждет бывшего депутата Думы от «Единой России» Сергея Маркова вот после таких восторженных слов об Алиеве. Потому что вы знаете, что он блестящий интеллектуал, закончил МГИМО, в котором я тоже немного преподавал. Без сомнения является одним из наиболее опытных лидеров современного мира, лидер, который представляет страну победителя. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера. До новых встреч и хороших вам новостей.